Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня уже 9-я часть видео о моей коллекции раскрасок. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В этот раз я не только показываю сами раскраски, но также пролистываю их, показываю раскрашенные иллюстрации. Мне, в общем-то, и самой интересно немножко понять, что и насколько задействовано. Поэтому, да, частей будет много. Снимаю я 15 апреля, когда выйдет видео, я не знаю. Сегодня буду показывать раскраски формата А5. Значит, зачарованный сад. Вот, ага, так, это мне подарила Марина и Юля. Канал Маринины раскраски и полка с раскрасками. Вот. Здесь я начала сначала. У меня раскрашена вот эта иллюстрация. Здесь карандаши и, по-моему, акварель. Здесь сухая пастель и по ходу действия акварель. Это я вот как раз на этот месяц начала, не спеша раскрашивать. Только почему-то у меня здесь один карандаш. То ли я второй убрала, то ли у меня здесь где-то выпал. Это, кстати, не очень хорошо, надо его найти. Я не люблю, когда у меня канцелярия теряется. Так, что у меня здесь еще? Мне очень нравится эта раскраска. Спасибо, девчонки, огромное за подарок. Ну, просто я не так часто здесь крашу, потому что много всего. И много всего появляется. Вот. Следующий это тоже подарок от Марины и Юли. Раскраска сладости. Здесь у меня, ну вот в этом месяце вот это я еще не сделала фон. Такая вот раскрашенная иллюстрация. Вот это. Вроде бы больше ничего не раскрашено, как мне кажется. Ничего не пропустила. Следующее это раскраска по номерам АСТ Василий Почкин. Ну, здесь это я купила в Бук24. Да, собственно, не купила, а вот бесплатно даже. И начала 5 февраля 2021 года. Просто раскрашиваю фломастерами марки каждый день, да и не только. Беру с собой в поезд, когда еду в Питер. Простенькая такая отдыхалочка. Довольно приятная. Начала я, правда, с этой иллюстрации. Типа с обратной стороны, если протечет, то не страшно. Так вот, здесь протекло, я очень расстроилась, а оказалось, это просто вот эта страничка, видимо, совсем другая и отличная от этих, потому что здесь уже все более-менее было прилично. Потому что использую те же самые фломастеры, и здесь уже все нормально. Такое бывает в раскрасках, бывает через одну иллюстрацию, бывает просто все как бы нормально, а какой-то один лист попадается. Но я не буду прям так уж тщательно. Так, что попадется, посмотрим. Вот. Тут уж такие номерные. Но в целом, да, активненько она у меня идет почти каждый месяц. С удовольствием. Настроение поднимает. Далее удивительные цветы Лианы Мэй. Это мне прям очень-очень нравится. Я ее в Бук24 за 1 рубль купила. 12 мая 2021 года и начала 13 мая 2021 года. Так что вот можно посмотреть, сколько за это время раскрашено. Здесь в основном я не делаю фон. Я не потому что ленюсь, а потому что считаю, что это здесь не обязательно. Но только вот исключения составляют такие случаи, где прям вот я вижу, что есть необходимость.
Странно, что у меня здесь нет закладки. Потому что, по-моему, я вот как раз ту страничку. Ну ладно. Такая вот иллюстрация. Я здесь... вот закладка. Это значит апрельская вот это. Точно вспомнила. Опять же, камера в основном все передает нормально, но она не дружит с сухой пастелью. Здесь, конечно, бледненький фон, но на камеру его вообще не видно. Вот. Я прям чуть-чуть вот прям по краям добавила самую-самую малость. Ну и, как всегда, бумажным платочком натираю до блеска. Мне это очень нравится. Тут еще ничего не раскрашено. Вот такая иллюстрация. Тут нет фона. Вот еще цветы. Карандаши я здесь использую абсолютно разные. Вот здесь еще фон. Ну, я считаю, что здесь он оправдан, как и положено, и немножко гелевые ручки. Какую конкретно использовала, я не помню. Краун или из Fix Price. Вот еще. Очень приятная раскраска. Вот еще такая розочка. Здесь вот, по-моему, точно лиры Рембрандт. У них такая фактура интересная. Достала еще стопку раскрасок. Не знаю, вместится в одно видео или на несколько частей. Цветотерапия, цветы, раскраска для взрослых, 56 листов. Ее я покупала в пятерочке. Очень мне нравится она. Одно время я прям постоянно в ней раскрашивала, особенно когда было еще не так много раскрасок. Где-то впоследствии, вот, например, как тут сделала фон масляный пастелью. Здесь вот, видимо, с этой стороны протекло, были фломастеры. Но я как-нибудь, у меня дойдут руки, я сделаю здесь фон. А может быть, я не знаю, почему так получилось. Потому что фон здесь тоже нужно делать. Ну и здесь, раз уж просто сделаю что-то такое яркое, абстрактное. Вот. Здесь, ну, к сожалению, фломастеры протекали. Пока не решила, буду переделывать или нет. Но вообще раскраска кайфовая. Здесь вот на фоне масляная пастель. Это я мэджиками раскрашивала, потому что это вот такие узоры я не люблю. А мэджики из фикса вот именно такие тоненькие, они как-то лежали. А для таких иллюстраций, мне кажется, самое то. Вот у меня раскрашена сирень, но здесь все поярче. В жизни, в смысле, поярче. Вот еще. Тут вот я почему-то забросила. Кстати, тут гелевые ручки. И вот это я забросила. Странно. Тут тоже мэджиками практиковалась, тоненькими, но другими. Тоже из Fix Price. Вот еще. Здесь фломастеры. Здесь вот не протекло. Только тут что-то, но мне кажется, здесь жидкость попала. Странно, что не доделала эту иллюстрацию, но теперь ее надо просто переделывать, потому что сейчас я так не раскрашиваю, поэтому буду переделывать. Здесь, я думаю, стоит добавить фон. Вот она у меня появилась еще в то время, когда я могла что-то забросить. Так, тут тоже фон нужно бы сделать, мне кажется. Здесь фон есть, он нежный, но ярче, чем на камере смотрится. Одна, видимо, из последних иллюстраций. Вот это. А здесь надо дораскрашивать. Вот такая. Здесь нежный голубой фон. Но мне кажется, что он даже в жизни довольно-таки нежный.
И стоит немножечко поярче сделать. Вот еще. Это я очень давно раскрашивала. Здесь не помешает фон. Это все давно раскрашено. Вот здесь фон есть, но мне кажется, что он со временем стал очень-очень бледным. Поэтому точно добавлю еще цвета. Здесь вот надо подправить, потому что раньше я совсем по-другому красила. Но в целом много чего здесь раскрашено. Следующее это лисы и совы. Я за 1 рубль купила в Бук24 12 мая и начала 13 мая раскрашивать. Хорошая раскрасочка, но я ее крашу крайне редко. Хотя она мне нравится. Вот такая сова. Это, наверное, может быть пастельные Берлинга, может быть и Брутфунеры, не знаю. Сейчас посмотрим, что тут еще. Лисичку раскрасила. Я люблю сов, но раскрашивать как-то у меня не идет. Но в данной раскраске все-таки почему-то преобладают совы. В плане того, сколько я раскрасила. Вот еще, пожалуй, одна лисичка. Здесь немножко акварели, сухой пастели. Вот еще, кстати, лисичка. Надо же. Ну, в общем-то, и все, что раскрашено. Дальше Хьюги раскраска. Ну, ее я купила в декабре, по-моему, 2018 года. И крашу каждый месяц. Но, вот, по-моему, в том месяце я пропустила. Ну да ладно, было время, когда я 2-3 иллюстрации, а то и 4 красила. Так что если из расчета 1 иллюстрация в месяц, то я план даже перевыполнила. Здесь вот и масляная пастель. Тоже разное время, по-разному красила, разными материалами. Уютная раскраска на все времена года, как мне кажется. Очень достойное издание, пусть даже иллюстрации стоковые. Вот это мне нравится, я акварелью раскрашивала. Опять же, на тот момент, как могла. Вот. Такие напитки. Вот еще совушка тоже. Вот здесь вот, в принципе, повторяется. Здесь надо будет склеить. Это. Вот еще разворот. Но я его не за 1 раз, конечно. Еще такая иллюстрация. Тут на Новый год раскрашивала, блестки добавляла. Тоже перламутровая акварель. Такой котейка. Тут блесточки. Еще довольно простенький разворот. Это когда-то меня еще прикалывало красить фломастерами, но тут вот все полосило. Лисичка. Наверное, здесь такая же есть. Вот здесь как-то фон совсем бледный стал. Видимо, выцветает со временем. Очень нравится, как получился вот этот стакан. Мне говорили, что вот эти фломастеры воздушные выцветают, но вот мне повезло, у меня они не выцветают, но что-то мне кажется, что сухая пастель как-то стала бледнее смотреться. Вот здесь вот. Значит, видимо, как-то надо будет исправлять это дело.
Еще мне нравится, как получилась вот эта иллюстрация акварелью. Но здесь я все по-простому раскрасила, прям максимально просто. Вот еще иллюстрация. И здесь долгое время я не могла докрасить иллюстрацию, потом доделала. Вот это мне нравится. Нежненькая, с блесточками. Вот еще новогодняя. Вроде и простая, в тот же момент. Здесь я взялась, но что-то не доделала. Ну, видимо, знаете, я забыла, потому что это я не ставила в планы на месяц. Я, видимо, решила, что вот, ну да, это абсолютно точно, что я сначала выберу какой-то один элемент, раскрашу, потом в следующий раз другой элемент. Здесь вот масляная пастель, пентель. Здесь тоже. И еще сухая пастель. Вот эта иллюстрация мне нравится. Масляная пастель. Я, по-моему, из-за этих иллюстраций покупала раскраску. Потом вот это с блестяшками. Тут примерно по тому же принципу. Ну вот не люблю я такие штуки. Масляная пастель. Вот эта совушка мне нравится. Но опять же, мне кажется, почему-то она со временем побледнела. Это тоже неплохо, хоть и просто. Совсем просто. Вот эта совушка особенно нравится. Ну, тут блесточки, все такое простенькое. Да, вот здесь вот у меня, к сожалению, отпечаталось, а фон так и не сделала. Котики Мурмур-терапия купила наравне с Хьюги в один и тот же день, поэтому и точно так же каждый месяц раскрашиваю. Здесь у меня масляная пастель. Вот это мне нравится. Здесь я брутфунеры тестировала, и фон я специально не делала, потому что считаю, что и так выглядит хорошо. Фон здесь будет лишний и все портить. Вот. Это все сделано масляной пастелью. Кстати, в жизни более аккуратно выглядит, потому что не видно вот этих каких-то там штрихов. Здесь сухая пастель, карандаши. Масляная, наверное, пастель. Здесь перламутровая акварель луч и немного гелевых ручек. А вот с этой стороны когда-то красила фломастерами, бумага плохая, все протекло. Хотя эти фломастеры нигде не протекают. Так, что здесь еще? Лапка. Здесь, мне кажется, полихромосы были. Могу, конечно, ошибаться. Здесь акварель. И все же она бледнеет. Когда-то мне нравилось вот такое. Вот еще. Масляная пастель. Здесь, не знаю, может, акварель. Такой разворот. Космос. Здесь всякие вот эти точечки я понаставила. Блесточки добавила. Вот такая девочка. Фон я сочла здесь лишним. Вот, ну, это неплохо.
А это так вообще мне очень нравилось, но со временем здесь все как-то побледнело. Но это перламутровая акварель луч, моя любимая. Тут вот это ашановские карандаши из набора 50 цветов. Вот еще. Здесь карандаши и масляная пастель, но мне кажется, что ее неплохо будет растушевать получше. Вот такая уютная иллюстрация. В жизни поярче выглядит. Вот эти две мне нравятся. Котеек я просто замазала пастелью сухой. Вот здесь вот котейка вообще классно получился, очень удачно. Ну, я думаю, преимущественно за счет детальной прорисовки. Вот это нравится. Этот котик тоже неплох. Может быть, даже стоит контур обвести, вообще будет прикольно. Потом вот тут одно из последних, вот это было раскрашено. Это мне нравится. Надо по записям посмотреть, сколько я не красила. Это просто, но нравится. Вот это вообще так атмосферненько. Здесь с блесточками. Такой питерский кот. Ну, у меня ассоциация с Питером. Так, что еще? Еще вот это раскрашено. Вот. Тут еще гелевые ручки. Ну, это давно красила. Ой, и вот этот, кстати, неоновый, он прям выцветает. Надо бы еще разочек пройтись. А может быть, даже если я решу что-то переделать, вы даже раньше увидите, чем выйдет это видео. Северная красота. Надеюсь, мы еще успеем хотя бы ее пролистать, потому что тут стопка раскрасок. Здесь я использовала в том числе и Монделузы. Нравится. Это тоже Muppet Jungle. Тут работ немного, но я раскрашивала с удовольствием, и зимой раскрашиваю, и немножко весну захватываю. Вот это мне нравится. Это одна из первых иллюстраций здесь раскрашенных. Есть еще вот такая. Вот это. Как раз таки по закладке можно понять, что после я уже ничего тут не красила. Но это вот я пропустила месяц или два. Не знаю, когда идут руки в этом месяце. Хотелось бы. Не, ну, в принципе, я обычно в это время уже ее и откладываю, так что ничего страшного. Вот это нравится, как вышло. Вот еще. Это Derwent Drawing или Derwent Colorsoft. Вот еще иллюстрация. Так, что тут есть еще? Вот эта сова мне нравится, она как такая деревянная. Это карандаши Ашан, 50 цветов, набор там Clay Yellow и Yellow Ochra. Оттенки мои любимые. Вот еще тоже неплохо. Это с Монделузами, по-моему.
Ну, в общем-то, и все. Так, у меня остаются из этой серии вот еще, ну как, этого формата 4 раскраски, но я думаю, оставлю на следующее видео. А это видео, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, до скорой встречи, пока-пока.